Всем привет, это Сергей Кицун, и вы на канале Team Spirit. Сегодня вы узнаете чуть больше про меня. Играть ночью или утром? Мне больше нравится играть ночью, просто исторически так сложилось, как будто у меня перформанс жестче. А режим? Когда я играл в Cloud9, я в 3 утра начинал играть праки, и хоть я был супер уставший, я всегда очень много стрелял, поэтому ночью. iPhone или Samsung? iPhone. Мне не нравится Samsung. Просто не нравится. Просто нет вайба. Восток или Запад? Исходя из гастрономических предпочтений, Восток. Вот сейчас бы шашлык такой прям плотный. Любимая карта в пабге? Карта? Потому что жестко можно стол разбить, разъебать. А Эрангель не нравится? Не, Эрангель. Эрангель, это, знаешь, это очень постно. Это вот ты взял вареную курицу и ешь ее, понял? Прям просто курица вареная. Тачка или велик? Тачка, это, знаешь... Я, во-первых, не люблю тачки. А велик — это что-то всегда запоминающееся. Или в пабге, или в жизни, так что велик. А обычно что берешь, если тачки не любишь? Такси беру, братан. Нормально. На горбу еду, пацанов. Снайперка или дробовик? Дробовик, чтобы удивлять. Ну и снайперка тоже удивляет. Не, дробовик. Фильмы или сериалы? Сейчас сериалы, а раньше фильмы. Вайб такой. Любимый сериал? Они всегда разные, но сейчас из последнего Сёгун хороший. Как стать лучшим в пабге? Обладать талантом и не просрать его. Очень много работать. А как не просрать? Просто много работать? Или есть еще что-то? Не забывать о том, что на таланте на одном далеко не уедешь. А если у тебя нет таланта? Если нет таланта, ты можешь достичь высокого уровня, много работы. И как бы это тупо не звучало, тебе просто нужно искать пути развития, исследовать им. Любимое блюдо? Шашлык. Часто ешь его прям? Не часто, как хотелось бы. Хотя, по-моему, можно сказать, что часто. Но в целом хотелось бы больше. Песня, которую можешь слушать бесконечно? Любой трек 100 гекс. Игры в соло или в команде? Смотря что. Мобильный PUBG, соло слишком скучно, а все остальные игры только в команде. Я вообще не могу ни во что соло играть. Просто синглплеер даже ненавижу. Выиграть Риат или $1 миллион прямо сейчас? Выиграть Риат. Риат — это круто, хороший турнир, качественный. Это большое достижение. А деньги, они и сами придут. А если $10 миллионов прямо сейчас? Я забираю $10 миллионов, все судьи мои просто. Грязно на Риаде будет. Marvel или DC? DC. Marvel — это дети. Любимый супергерой в DC есть? Да, они все по-своему хороши. Просто темная героика намного лучше, чем вот эта детская. Компьютер или телефон? Компьютер. Он просто мощнее и намного комфортнее пользоваться. То есть какой бы телефон ни был крутой, что ты его можешь везде носить, любое дело, которое тебе нужно сделать, за компьютером 100 раз быстрее делается. На что бы потратил большие деньги? На тебя взорвал бы. Большие бабки. Соленое или сладкое? Сладкое, но вчера мы Толику показывали, как язык солить. Покажи. Толик покажет потом. Наш титульный партнер подготовил бонусы для каждого фаната команды. Переходи в телеграм-канал, чтобы узнать все подробности. MVP пабга, по твоему мнению? Сейчас я бы сказал, что нет. То есть для меня MVP PUBG — это что-то супер экстраординарное. Если раньше был по работе, то сейчас, мне кажется, его эра прошла, и как такового лидера нет. Для меня это и личные достижения, и командные. А сейчас таких игроков ноль. Шмотки в игре или в реальной жизни? В этом разный кайф. На самом деле, знаешь что, шмотки в жизни удовольствия не приносят. Они приносят удовольствие в момент покупки, а потом уже все равно. А в игре, приятно, когда у тебя персонаж клево одет. Да не, вот если ты купишь себе Balenciaga, надеваешь... Мне на это как-то по боку. Это жена меня больше одевает. Собаки или кошки? Кошки. Потому что собаки слишком скучные. Они как будто всегда, хорошие и добрые, а кошки, они такие, непредсказуемые. Переменчивые. В том числе. Первое, что ты делаешь утром? Наверное, почту чекаю. Я все жду, когда сербская налоговая меня за жопу возьмет. Прям реальную почту? Да. Да, спускаюсь на первый этаж и почту чекаю. Нет. Электронную почту. Все. Знаешь, там люди в интернете там. Gmail. У меня me.com, окей. Let's go. Next. Next question, please. Девушка или папка? Жена. Привет, Диана.
Курица или рыба? Курица. Но если лосось, если рыба. лосось, то рыба. А если шашлык или лосось? Шашлык из рыбы. Не, ладно, забей, это хуйня полная. Ну, курица. Отдых в одиночестве или в компании друзей? Не, в компании друзей одиночество — это лейм. Одиночество — это должно быть определенное настроение. Ну, ты любишь побыть в одиночестве или нет? Когда как? Когда, знаешь, моя социальная батарейка разряжается, и нужно вот просто по одному почилить. Вот я люблю какую-нибудь эту тупую игру найти и в нее поиграть. Например? StarCraft. Ну, там это сложно вообще. Ну, StarCraft охуенная игра. Совет зрителям. общение ИРЛ или онлайн? Ну и РЛ, в чем прикол общения онлайн? Его и так слишком много у меня. Ну и, я уверен, у пацанов тоже. То есть мы, по сути, буквально каждый день все вместе, очень много времени. РЛ совсем другое. Это типа не для вот этих социофобов, понимаешь? То есть вот просто без социальных навыков. Из-за чего последний раз до слез расстраивался? Ну прям до слез вообще, кстати, очень давно было. То есть как бы я нормально отношусь к тому, что плачут, да, люди, но прям до слез очень давно. Наверное, последний раз, когда фильм смотрел какой-то, типа... Я вот не помню, какой из них был последний, но, наверное, «Руби Спаркс» или вот «Она» фильм с Хоакином Фениксом. А если не до слез, а просто расстраивался сильно прям? Прям сильно, когда мы с прошлой командой не прошли на Global из-за там 1-2 поинтов. Там еще эмоциональные качели были такие, что мы во время игры не понимали, мы прошли или не прошли. Прям до последнего. Когда дрался в последний раз? Ну, типа, если уличная драка, то в школе, наверное. За девочку? Да за какую девочку? Это было в футболе вообще, по-моему. Мяч не поделили. Да, мы дрались за мяч. В грязи, кстати. Дота или КС? Смотреть доту, а играть в КС. А почему такой выбор? КС очень такой паттерновый, то есть так или иначе у команд очень много дефолтов. Не знаю, не нравится. В доте нравится вот эта динамичность, большое наличие стратегий. То есть в КС очень много тактики, а в доте все-таки стратегия, матч постоянно меняется. То есть в КС вот эти раунды, ты вот не ощущаешь вот этого прироста силы, накапливания. А в доте ощущается очень почему хорошо. играть больше нравится в КС тогда? Слишком тяжело следить за всеми патчами, как обычному типа рядовому игроку. То есть у меня в целом такой competitive mindset. Я хочу всегда типа быть лучшим в любой игре, в которой я играю. А в доте слишком тяжело, если ты вот прям не приносишь этому full time. Гарри Поттер или Властелин колец? «Властелин колец». Ну, потому что это база. А «Гарри Поттер» для детишек. А как же оставаться ребенком всегда нужно? Ну, кому-то может по кайфу. 5 часов на самолете или 12 часов на поезде? На поезде. Просто потому что поезд — это такое человое приключение, а на самолете это заеб. А когда последний раз ты вообще ездил на поезде? Недавно к родственникам с женой ездили. Но сейчас поезда нормальные. Кайфовые. Больше киллов или дольше жить? Смотря что. В паблике больше киллов, на турнире дольше жить. Последняя книга, которую ты прочитал? Прям последняя, которую я прочитал, была по техническому дизайну. Я сейчас не вспомню, кто ее написал. Там суть, конечно, не в том, кто ее написал. Суть, в содержании. Там чел рассказывает, как вот привычные нам вещи на самом деле создавались. Вот, то есть, как они там были придуманы, кружки там со всякими ручками, знаешь, ручки дверей там. Ну, всякие такие детали, на которые ты не обращаешь внимания. Но когда ты читаешь о том, как это было создано, это все очень прикольно. Вот если кто-то найдет, можете написать. Личная стата или победа? Победа. Ну, для меня, я уже вырос из этих игр. Личная стата уже не решает. Решает, конечно, победа. То есть, если ты упал первый, тебя сразу убили, но вы выиграли, ты, в принципе, уже доволен. Вообще окей. У меня был турнир, где я сделал там 0 киллов условно, но мы заняли хорошее место, я был доволен. Любимый вид спорта? Смотреть баскетбол, наверное, а играть в футбол. Горы или море? Море. Я вообще, не горный чел. То есть я первый раз поехал недавно на горные лыжи и понял, что это, вообще не мое. То есть я, конечно, научился минимально кататься там, типа, по зеленым трассам и чуть-чуть там по синим, но, вообще ноль удовольствия. Типа, вот море намного кайфовее. Там джетски, всякие там развлечения такие. А сноуборд пробовал? Сноуборд пробовал, но, так. Деньги или счастье? Неоднозначный вопрос. То есть, знаешь, все равно мир зависит очень от материальных благ. И как бы ты ни был счастлив, ты будешь все равно в чем-то ограничен без денег просто. Это просто база, это дефолт. И нужно какой-то тут искать баланс. Когда последний раз звонил родным? Незадолго до отлета. Там, получается, неделю назад где-то. Любимое аниме? Есть прикольные, а есть
такое, которое запоминающееся. Запоминающееся — это полнометражная «Могила светлячков» называется, короче, про войну. И про там пацана с девочкой. И запоминающийся, кстати, сериал аниме, это, блядь, Толик посоветовал. «Провожающий в последний путь Фрирен». Я, короче, посмотрел, но это аниме для Толика. То есть не для меня вообще. Тебе понравилось? Оно, смотри, раньше, короче, когда у меня была такая, знаешь, беззаботная жизнь, там, типа, все супер радостно, хожу в школу, футбол, там, девочки, друзья, пацаны, мы там все ездим. Конечно, прикольно посмотреть что-то такое нагружающее, такое меланхоличное. Сейчас я немного отошел от этого. У меня как бы в жизни уже хватает там своих забот, дел. Хочется что-то, наоборот, более такое расслабленное смотреть. Фрирен — это, короче, прикольно с точки зрения подачи, идей. Герои пришли с войны, как бы, да, победили там типа зло, и все аниме как бы не о том, какой они путь прошли, а о том, что произошло после. Там ее жизнь, там эльфийка, которая типа живет там вечно. И люди, которые ее друзья погибают со временем. Озвучка или оригинал с сабами? Ну, сейчас озвучка. То есть раньше, когда я был снобом, я бы сказал оригинал с сабами, но сейчас озвучка. Просто намного удобнее. То есть я еще аниме обычно на фоне так включаю, и там отвлекаться постоянно, читать сабы тяжело уже. А если английские сабы? Ну, я имею в виду, английская озвучка. Зависит очень. Где-то может быть очень хороший дубляж, даже лучше озвучки. Такое тоже типа бывает. За счет удобности, скорее, я выберу русскую озвучку. Если что-то прям такое фундаментальное, там, я не знаю, что-то супер крутое, что вот вышло, да, я могу посмотреть в оригинале. Лучший совет, который ты получал? Что у каждого свой путь, и что он уникален. Что можно, конечно, прислушиваться к другим, но делать нужно все равно по-своему. Самая дорогая покупка? Да, не знаю, комп, наверное, собрал. Тут я ничего такого дорогого не покупал особо. Приготовить или доставка? Когда один — доставка, когда с женой — приготовить. Ты прям любишь готовить? Я бы хотел научиться прям имбово готовить. То есть дефолтно, типа я умею там всякие болоньезы, там, понятное дело, там, пельмени — это вообще beginner level. Но вот какие-нибудь там кондитерские изделия, вот это уже прикольно было бы научиться. Любимые ганы из PUBG? С эстетической точки зрения юмб. Вот юмб с глушителем, с лазером, просто имба. Очень красивый ган. Ну и, наверное, он же по эффективности, да. То есть с точки зрения победить ты возьмешь юмб, а не М-ку. Как вторичный ган, да, юмб. М-ка, конечно, это супер дефолт, но скучно просто ее даже называть. Любимый ивент в PUBG? Любой, где есть жизнь, на самом деле. Вторая, третья, там, неважно. Мне вообще в целом все равно. Главное, чтобы резаться можно было. Год без PUBG Mobile или год без секса? Понимаешь, PUBG Mobile для меня это как секс. Понимаешь, тебя ебут без остановки просто. Поэтому я даже не знаю, тут что-то, что-то. Ксёма Эскобар. Какую суперспособность ты бы выбрал? Если сказать невидимость, просто подумать, что извращенец ебаный. Телепорт имбовый, реально. Вот я очень часто думаю, блядь, вот сейчас бы телепорт. Пусть телепорт будет. А читать мысли других людей? Не, вообще, это, знаешь, это ящик Пандоры. Отправиться на 100 лет вперед или 100 лет назад? На 100 вперед. Мне вообще, неинтересно. Было и было прошлое. А будущее супер прикольно. Учитывая, что еще мне интересно с точки зрения там Вселенной, формы жизни на других планетах. Есть они, нет они, где они, как они, почему именно на Земле, как это вот. Вот это мне интересно. То есть хотелось бы вообще дожить до момента, когда Земля начнет там осваивать новые территории, как бы, да, как это будет выглядеть, будут ли это там просто отправлять там, знаешь, просто не людей, а какие-то биоорганизмы там простейшие, знаешь, и как-то они начнут там таким образом колонизировать. То есть вот это интересно посмотреть. Самое крутое знакомство в твоей жизни? Самое крутое, life-change для меня — это жена. Она прям изменила вообще мою жизнь просто на до и после. А так, был один, мужик еще прикольный, который там на старте карьеры мы познакомились, мы с ним там несколько раз общались. Он, там ведет бизнес в Китае. У него, медицинский какой-то проект. И вот он там прикольные мудрости рассказывал про китайцев, как они там живут, как они ведут бизнес, их отношение к семье там, и так далее. Какие качества ты больше всего ценишь в людях? Назови 3. Ответственность, что готов взять ответственность на себя. Решимость и честность. Горькая правда или сладкая ложь? Кто выберет сладкую ложь? Кому это нужно? Кому это интересно? Я. Бля. Слава, ты охуенный хост. Красава. Текстовое или голосовое? Смотри, написать текстом, можешь говорить,
и созвониться. Вот это для меня самое имбовое. Потому что текстом, блядь, очень долго вопросы все решаются, а голосовой меня пиздец раздражает. Тоже неэффективно вообще нихуя. То есть это тебе нужно... Вот прикинь, на самом деле люди не задумываются. Типа вот ты можешь обсудить это голосом, да? Сколько это времени займет? Человеку позвонил тебе, он тебе что-то сказал за 30 секунд, и ты ему ответил за 30 секунд, да? А голосовой, это он, блядь, записывал 30 секунд, он тебе, блядь, отправил, это ты еще слушал это 30 секунд, и потом ты еще, блядь, 30 секунд записывал, и он еще 30 секунд, блядь, слушал. Короче, звонок. Ты за эффективность. Да. Засыпать в тишине или под YouTube? В последнее время под YouTube. Я включаю, короче, знаешь что? Есть, короче, канал Kurzgesagt. Короче говоря, он переводится. Всякие прикольные, типа, научные штуки объясняют такие очень коротко, сжато. Можно так посмотреть, прикольно. Итак, сегодня мы узнали еще больше про меня. Надеюсь, вам понравилось, было весело. Всем спасибо. Следите за нами, болейте за Team Spirit. Пока-пока.